Всем привет! Первый мой прямой эфир. Очень интересно. Подожду немножко, пока соберутся. Здравствуйте. Здравствуйте. Немножко подождем людей. Пару минуточек. Здравствуйте, вижу, люди присоединяются, очень приятно. Расскажите, как слышно меня? Если слышно, дайте какой-нибудь значок, огонечек, слышно или нет. Если слышно, то здорово. Здравствуй. Здравствуй, Лен. Так непривычно. Слышно и видно. Благодарю. Да. Пару минут еще сейчас подождем, буквально. И начнем. Всем здравствуйте. Мой первый прямой эфир, даже волнительно. Тем более тема такая. Тема по результатам опроса, то, что я спрашивала в итоге. Мой путь. Мой путь, что меня привело в шаманизм, в тантру. И, наверное, вообще к познанию себя, я бы так сказала. И знаете, это, наверное, самое правильное начало прямого эфира и правильная для первого прямого эфира тема. Потому что я никогда о себе особо не рассказывала. Я, честно, мне не нравится говорить о себе, потому что это все равно все от ума, это убеждение ума. А вот я считаю такая я, а вот я считаю вот такая, и делайте вот так, и это мой путь. Просто у всех все очень индивидуально. И я вот за это, что у каждого человека свой путь. То, что я буду рассказывать сегодня, это только мое. Да, есть какие-то общие инструменты познания себя, но моя история — это именно моя история, которую, грубо говоря, моя душа должна была проживать, проживает. У каждого своя дорога. Вот. Но если людям интересно, конечно, я могу поделиться. Буду стараться делиться только фактами, без суждений, без что хорошо, что плохо, потому что такого нету. Все нужно пройти, все нужно прожить. Главное осознавать, для чего мы это проживаем. И не корить себя ни за какой опыт. И, возможно, моя история станет таким примером, может быть, людям, потому что путь мой непростой. Путь мой непростой. И пример для того, что никогда не нужно сдаваться, никогда не нужно откладывать что-то или корить себя за что-то. Потому что в моей жизни было много чего. И я не сразу стала осознанной и чувствующей мир, понимающей, для чего и зачем я живу. Вижу, люди присоединились, я очень рада, поэтому по чуть-чуть начну рассказывать о моем пути. Да, кто присоединился только. Тема этого эфира, я в заголовке, не знаю, видно, написала «Мой путь». Людям оказалось это более интересно, что меня привело в шаманизм, в тантру, к познанию себя. И буду понемножку рассказывать. Такая история. Душа моя выбрала в этом воплощении родиться в непростом месте, с непростыми людьми, с непростыми генами. Мама у меня якутка, из дальних, холодных земель. Есть такое у нас поверье, что самый сильный народ, который был выбран одним шаманом,
пошел на дальний-дальний север, чтобы охранять эту землю, великую землю всех богатств этой земли, самым суровым на планете климатом, где зимой до минус 70, летом плюс 30-35, зима 9 месяцев, и люди живут в таких условиях на огромной территории. До сих пор разводятся олени, коровы, кони, лошади, скотоводство очень развито. Люди очень связаны с землей до сих пор. Конечно же, там до сих пор шаманизм. Я рассказываю о Якутии. Это другой мир. Европейскому человеку, наверное, будет сложновато понять. Вот. И моя мама родилась, выросла в Якутии. Царство ей небесное. Моя мать умерла 1,5 года назад. Поэтому просто не рассказав о ней, я не могу рассказать о себе, потому что я везде поднимаю связь с родом, это основа нас. И это мы. Поэтому без этого мой путь, я не вижу, о чем еще больше рассказывать, поэтому начну с этого. Мои родители инвалиды. Мать была инвалидом по опорно-двигательному аппарату. Папа тоже имеет еще другие дефекты. И вот мама, родившись в такой дальней, на такой дальней земле, в таких суровых условиях, при этом она была на костылях, где туалеты на улице, зимой минус 70, в их регионе минус 50 зимой. Живя в интернатах, потому что на то время школы были очень далеко, и при школах были интернаты. Учась в университете в другом городе. И вот такая жизнь. Конечно, это все только благодаря родным. Была большая семья, много сестер, которые ей помогали. Но несмотря на это, этот сильный дух ее, волевой характер помогли ей выжить. И не только выжить, а развиться. Отучиться в университете, встретить свою вторую половинку и в итоге переехать в Беларусь. И это, казалось бы, инвалид на костылях. В те годы в Советском Союзе, где такие люди считались изгоями. Я до сих пор это помню. Изгои, калеки, уроды. Все не до. И вся моя жизнь, так как я выросла в этом, до определенного возраста была вот это не до. Меня недостаточно. Хоть я и цельная, но выросшая в таком воспитании, в такой семье, асоциальной отчасти, да, потому что социальная в том смысле, что закрытая. Мало кто хотел, никто не хотел дружить с такими людьми. Потому что пользы и выгоды от них никакой нету. Многим людям стыдно с такими людьми общаться. Они выделяются, на них обращают внимание. И я впитала это в себя, и поэтому я была тоже всю жизнь до определенного возраста считала себя не до. Снаружи здоровая, красивая, а внутри, как инвалид, себя чувствовала. Не до. И я понимаю сейчас уже, почему это все происходит. Но на то время я не понимала, почему я выросла, почему я родилась в такой семье. Я страдала. За что мне это, как и мои родители? Они были далеко от осознанной жизни. Конечно, они жили в страданиях, в боли. И
в борьбе, постоянная борьба за выживание. Что я впитала в себя? То же самое. Я вернусь к истории моей матери, да, что она переехала в Беларусь, несмотря на все это. Мой отец, потому что из Беларуси. Вот. В Беларуси лучше климат, лучше условия. И, конечно же, они выбрали создать семью в этой стране. Это были 80-е, 90-е годы. И вот таким образом в 90-м году я родилась. Родилась в этой семье, в полном, тотальном непринятии себя, своего тела, своей жизни, несправедливости этой жизни, борьбе. Потому что в этих убеждениях, установках жили мои родители. И как красная такая ниточка, она прослеживалась. При этом, что моя душа, которая очень-очень чиста, ей это все не помешало. А наоборот, когда произошло раскрытие, она увидела, для чего это все. Поблагодарила, оценила, отдала дань даже, я бы сказала, за этот опыт, потому что не познав тьмы, не познаешь света. И поэтому все, что я предлагаю, да, все, что я сейчас, я никого не учу, никому ничего не хочу, как сказать, обучить, научить или... У каждого свой путь. Я просто могу поделиться своим опытом. Вот. Что и делаю сейчас. Путь от этого страдания из убеждения, это на уровне ума, убеждения, жертвенности. То есть я себя считала жертвой, что этот мир ко мне несправедлив, что вся жизнь — это боль и страдания, что не вырваться из этого замкнутого круга, что все предрешено, предрешено быть бедной, предрешено быть несчастной, что не вырваться. Потому что когда ты рождаешься в такой семье, ты это видишь, слышишь эти убеждения, и, конечно же, ты это впитываешь. Но тонкий голос моей души с детства меня, как сказал, звонил внутри меня. Звонил и такой: ну не может быть так, не может быть так, есть что-то большее, Снежана, посмотри. Когда я помню, я была на природе в детстве, это единственное, что меня спасало. Это чувствование, что я что-то большее. Я большее, чем эти все убеждения в моей голове, чем эта картинка, в которой я жила. Это реальность, в которой я жила. Что есть что-то большее. Больше меня, моей личности. Я чувствовала эту связь с природой, как я сейчас понимаю, с Творцом, с Богом. Единственное, что меня в детстве спасало, это молитвы. Я молилась в детстве, чтобы было хоть как-то легче. Легче переносить невзгоды. Еще был такой, конечно же, момент, который тоже укрепил меня очень. Проблемы были тоже в семье. Я думаю, почти у всех, у большинства людей в 90-е, в Советском Союзе, наверное, моего возраста людей, у нас родители, папы обычно чаще были склонны к алкоголизму, к чему-то такому, к вредным привычкам. Мой папа тоже очень чувствующий, очень ранимый, тонкой организации души человек. Было тяжело. И, конечно, он морально, физически не справлялся, и
позволял себе это, были такие привычки. Но я была ребенком, я не понимала, и это опять же думала, меня недостаточно, меня не любит, почему он так поступает, почему он обижает нас с мамой. Классика. Много людей в этом выросло. И я хочу показать, что я также, я в этом выросла, только у меня даже, наверное, просто это все на таком уровне прямо высоком. То есть я не из интеллигентной семьи или что-то такое высокоразвитых, высокодуховных и прочего. Нет. Вот в таких условиях я выросла. И хочу показать это, знаете, как я себя однажды... Не я сравнивала, мой учитель меня сравнил с лотосом, который вырос, зародился в болоте. В болоте в полном отсутствии света. Свет — это любовь. Любовь Творца, любовь мира, где отсутствует этот свет, а полная тьма, непринятие, ненависть к себе. Все то, о чем я рассказала. И несмотря на это, этот лотос, он стремится вот к тому свету. Потому что внутри него заложена вот эта частичка Творца, как в любом живом существе. И он, так как он растение, он следует этому зову, несмотря ни на что. Он сильнее всего, всех окружающих его моментов, обстоятельств, реальности, в которой мы живем. Вот эта частичка, она сильнее. И поэтому он стремится к этому свету. И когда он достиг света, выходит на поверхность, он раскрывается. И это невероятнейшей красоты цветок. Самый красивый, можно сказать, в мире. О котором в индуизме, да во всех религиях он один из самых почитаемых цветов. Вот из-за этого пути. Так и мы, вот этим, наверное, своим путем я хочу показать, что нету никаких ограничений, когда есть это истинное, чистое желание. Просто услышать его и следовать за ним. И чем больше слышишь и следуешь, тем больше голос становится ярче, звонче, слышно, отчетливее. Тогда у меня только было на уровне инстинктов каких-то. Я не слышала свой голос интуиции, я не слышала свой голос, внутренний голос, как сейчас. Ничего этого не было. Мне просто был инстинкты, выживаемость. Мне надо было выжить в этом. Хоть как-то быть счастливой, хоть как-то получать наслаждение от этой жизни, какую-то радость. И вот я понимала, что что-то там есть, вот это чувство, что я что-то большее, чем только мое тело, вот эти мой ум, мои убеждения, что все так плохо. И это меня вело всегда. До 27 лет я была неосознанна. До 27 лет я жила в жертвенности, жила отчасти страданий, была потребителем, как большинство людей сейчас. Не сейчас, а вообще большинство людей. Просто у меня были инстинкты, так как, конечно, род сильный, люди за мной сильные, стоят, вели меня. У каждого так, не только у меня. Просто я рассказываю свою историю, и я следовала этим инстинктам. И сохраняла вот эту внутреннюю чистоту, осознавая, что что-то большее, молясь Богу, прося Его очень искренне из этой боли и страданий, что я не знаю как, но так жить, как я жила, я не хочу. Я не могу так жить. Я лучше умру. Такие мысли у меня тоже были. И когда вот, почему я очень часто говорю о чистоте намерения, вот это и есть чистота намерения. Когда мы просим высшие силы в то, во что вы верите, но во что-то то, что больше вашего ума,
большего вашего суждения о себе как личности. И вот из этого чувствования единения как-то с миром или с чем-то большим, что вокруг вас, из этого чувства просить искренне помочь вам увидеть больше, осознать что-то, направиться к свету, озарить вас, вашими словами заявить, как вам было. Я просто молилась. Я помню до сих пор, первая моя молитва, я ее выучила, наверное, лет в 6, «Отче наш». Поэтому такой путь. И до 27 лет я жила в Беларуси. За это время я жила обычной жизнью от ума, в режиме выживания. Так как бедная семья, мне хотелось достичь в этом, вот именно было достигаторство, была борьба, достичь чего-то, какого-то успеха, да, успешного успеха. Я поступила в университет медицинский, по образованию врач-стоматолог. Жила от ума, работала очень-очень много. В Беларуси не просто быть начинающим молодым специалистом, приходилось работать на 2 работах, с 8 до 8, с ночными дежурствами. При том, что была гиперответственность за родителей, которых я уже понимала, тоже неверно, мы поменялись ролями, так как родители инвалиды. Я взяла всю ответственность за них на себя, подумав, что якобы я сильнее, да, их. Это была большая ошибка на самом деле. Ни в коем случае нельзя с родителями меняться местами. Мы всегда дети для них. Мы забираем у них их силу. Это я узнала только потом, к сожалению. И в 27 лет, отработав 3 года в государственной поликлинике, потому что у нас, кто бесплатно учился, у меня золотая медаль, я же такая вся хорошая девочка была, мне же надо было закончить с отличием университет, староста и прочее. Я поняла, что тяжело в Беларуси, тяжело. Не сбудутся мои ожидания и мечты в реализации профессии, да. И, конечно, я принимаю решение переехать в ближайшую Европу. Это Эстония. Это отдельная история, долгая, почему именно Эстония. Но переехала я одна. По работе. Я нашла работу, мне помогли, конечно. У меня друг очень хороший из Беларуси. Вот, не знаю, Андрея, наверное, здесь нету, но мой такой друг по жизни. Вот, подсказал, помог. И, конечно же, я переехала. Я уцепилась за эту возможность что-то поменять в своей жизни. Понимаете, я хочу донести ту идею, наверное, иногда, чтобы что-то решиться, изменить прям кардинально в своей жизни, иногда нужно упасть на самое дно. Эмоциональное, физическое, и позволить себе туда упасть. Не делать вид, что все хорошо, якобы. А позволить произойти этому, погрузиться в это чувство боли, страдания. И не важно, сколько времени это займет. Бросить все. Потому что только оттуда, с этого дна, можно оттолкнуться. Что появилась вот эта колоссальная сила и энергия для пробуждения вашего духа. Чтобы что-то изменить кардинально в вашей жизни. Как я сделала это в 27 лет. Осознавая, что я не хочу так жить. Вот эта работа, эти режимы, негативный тип мышления, который у меня был, режим
хорошие, как это, синдром это, психологи любят называть хорошие девочки, хороших, чего там еще они называют, жертвы, да, и чего-то там еще. Они привели меня уже к моим 27 годам, у меня были какие-то хронические гормональные уже сбои, аутоиммунные заболевания, большинство женщин со щитовидной железой. Это все от этого, от неслышания себя, от полностью разъединенности ума, тела, дух, душа, вообще все в разнобой. И я понимала, что я так жить просто инстинктивно понимала. Не могу, не хочу. Все. Или я умру, или я что-то меняю со своей жизнью. И я не знала, что делать. Я просто, что пришло в голову, переехала. Здесь тоже был непростой сначала период, самый непростой. Как у большинства женщин, но и не только женщин, и мужчин, именно раскрытие сердца, именно такое больше вообще раскрытие, связь с духом, с душой, сердцем происходит через любовь, через страдания в любви. Да, когда наше эго прессуется, то есть это мы видим, тоже страдания, боль. Я это тоже испытала здесь, переехав сюда. Оказавшись одна, вообще одна совсем здесь и с этими со всеми проблемами в моей голове. В моей голове всего лишь. Но я тогда не различала, была это голова или что-то. Я просто чувствовала, опять же, эту депрессию, эту боль, страдания, что я не хочу так. И все, я начала уже после этого, как сказать, был запрос, самое главное, чистота запроса. Я запросила, что подскажи, помоги мне, Боже, как мне выбраться из этого всего. Я знаю, что я что-то большее, покажи мне это, пожалуйста, помоги мне. И стали появляться люди вокруг меня. Кто-то мне подсказал: Снежана, вот есть такая випассана, съезди, посмотри. Вот приехал вот такой вот, например, человек интересный, шаман, сходи на церемонию, посмотри. И вот так я начала знакомиться по шажкам. Я тоже очень боялась. Было непривычно. Но все равно... Здравствуй, Андрей. Вот как раз-таки Андрей присоединился. Рассказывала про тебя, как ты помог мне в свое время приехать в Эстонию. Поэтому по шажкам. И вот начиная, это был 2017 год, 2018, начинается мое... Это не просветление, это просто пробуждение. Это, знаете, когда протирают стекло. Живешь в тумане, автомате, а потом раз, и видишь, а что все не так, как кажется. Мир-то не такой, и ты не такая. А кто ты? И вот здесь самый главный вопрос. А кто я за всем этим? Сейчас к девочкам обращусь. Я тоже была подвержена всем тенденциям моды, что так надо, так красиво. Я стеснялась своих веснушек, я стеснялась своих узких глаз, живя в Беларуси, где меня образовали. В школе было тоже непросто. Я этого всего стеснялась, хотела изменить тональный крем, мейкап. Помню даже идеи когда-то были что-то там себе увеличить или что-то еще, потому что такая стройная, худенькая всегда. Сейчас это все вспоминаю, мне кажется, это каким-то абсурдом. Насколько я не любила, не принимала себя, не знала, самое главное. Бог-то меня придумал такой. Я родилась такой. Точнее, даже я сама, моя душа выбрала вот такое тело, такие глаза, такое лицо,
такую фигуру, таких родителей, все такое. Для чего? Это основной вопрос. Для чего? Увидеть, для чего нам это. Что в этом делает нас сильнее. Сильнее не в плане, что я такой борец и герой, а в плане сильнее открывает нас любви. Наша сила – это в открытом сердце, в принятии всего того, что с нами происходит. Потому что это не боль и страдания. Это наш ум так оценивает. В этом очень глубокий смысл. Поэтому, знаете, вот этот мой путь, да, как вот в вопросе было к шаманизму и тантре. Вот такой путь. Не было ничего мистического. Я не слышала голосов чьих-то в детстве или чего-то такого мистического. Поэтому говорю, это все не мистика. Это все не эзотерика. Это жизнь. А потом уже, конечно, когда происходит раскрытие себя, с помощью вот этих практик, когда просто начинаешь осознанно жить, следить за своей жизнью, что приводит к каким ситуациям, как ты, куда идешь. И здесь уже, чем больше следуешь своему голосу, внутренней интуиции, живешь не по уму, особенно для женщин, а по чувствованию. Это тоже отдельная тема, как жить по чувствованию, что такое вообще чувствование. Вот когда живешь по этому, идешь за зовом интуиции, за зовом души твоего духа, там все раскрывается. Информация просто сама тебе приходит. У каждого человека информация внутри заложена априори. Настройки у каждого свои внутри нас, для нашей жизни, для вот этой вот конкретной жизни внутри нас. Открыть себя надо. Настройки изучить тело свое. Что ему хорошо, что ему плохо, что ему доставляет удовольствие, радость, что нет, что для него вредно, а что нет. Не то, что пишут, не то, что сейчас популярно, а именно для вашего тела. Например, для моего тела. Кто бы сказал, мне полезно, например, я хочу, и мне полезно есть много жиров. Я больше, чем мужчина, наверное, среднестатистически их ем. Но кто-то скажет, это вредно, так нельзя, а мне можно, моему телу можно, или какому-то другому. Глупый пример, но я об этом. Изучить тело. Изучить самое главное, свой ум. Потому что, к сожалению, мы живем в этом индустриальном мире, в этом технократическом мире, где нас с детства учат не чувствовать, не идти за зовом души, духа, сердца, самое главное, а идти по уму, по системе, отучиться, отработать, чего-то там детей, семей, мужей, кому-то что-то кто-то должен все. Что-то ты должен в этой жизни кому-то. А никто никому ничего не должен. Мы здесь только для одного. Любить и радоваться этой жизнью, наслаждаться, нести свет, делать мир светлее, радостнее, благополучнее, осознаннее. Сберечь наконец-то эту землю, на которую мы пришли. Сберечь природу, потому что скоро этого всего может не стать. Чем больше мы тянем, чем больше мы живем неосознанно, тем хуже последствия для мира. Вот такой путь. И изучив вот эти аспекты, да, разные уровни бытия, как я их называю, тело, ум, душа, дух общий, который как ведет нас, это такое более цельное уже.
как я это увидела, у нас есть Троица Святая, это наше тело, душа, ум. И вот над ними есть Дух, который управляет этой Троицей. Дух — это и есть часть Творца. Это и есть Творец, грубо говоря. Он там и тут. И мы. И только изучив все эти аспекты, я, когда начала это осознавать, во мне стало все раскрываться, если вернуться к моему пути. Стали приходить просто знания. Мои инструменты — это тело, чувствование тела, природа, с которой у меня связь была с детства, и которая единственная меня спасала во все мои тяжелые моменты. У каждого свои инструменты. Инструментов познания себя много. У кого-то это йога, у кого-то медитации, именно випассана, у кого-то буддийские медитации. У кого-то тантрические только, да. То есть у каждого свои методы. У кого-то музыка, творчество раскрывает очень сильно. Вообще к творчеству все люди склонны. Это очень хороший показатель того, что вы живете по душе, что вы слышите свой голос интуиции, духа, и вы следуете своему пути. Я бы не сказала предназначение. Предназначения нету. Что мы живем, это уже предназначение. Мы уже исполняем свою роль, живя в этом мире. Вот. То, что просто мы есть. Поэтому творчество очень хороший критерий. Это творите то, что вам доставляет удовольствие и радость. Баня, массаж, вот пишут, да. У кого-то вот такое, у кого-то баня, массаж. Это правда. У каждого свое. Ваше — это то, что дает вам удовольствие. И вы прям чувствуете, вот, вы как, знаете, каждый это чувствует. Вот вы готовы это делать много, бесконечно, потому что есть вот этот постоянный энергообмен. Потому что энергия, она идет через пространство, через людей к вам. Потому что мы единое целое. Нету на самом деле разделения. Все есть энергия. Это мы видим глазами, так, очертания, предметы, люди или еще что-то. На самом деле это уже научно доказано. Все есть энергия. Только энергия. И у каждой энергии своя вибрация. Поэтому это модно сейчас говорить, что вибрации, вот надо жить на высоких вибрациях. Это тоже, на самом деле, неправда, кто так втирает. Невозможно жить на высоких вибрациях всегда, потому что мы родились здесь на земле, в материи. Знаете, это как в шаманизме говорят, так и есть. Мать-Земля, Отец-Небо. Вот между этими мирами тонкие и материальные. Мы там и тут. И есть баланс между ними. То есть не жить только на низких чакрах, да, есть, кушать, спать, заниматься сексом и получать удовольствия земные. А также чувствовать вот эту связь с высшим миром, с тонким планом. Как она проявляется? Это вот то, что я говорю, зов, интуиция, творчество, легкость, радость. У кого-то через детей, через любовь, у кого-то через творчество, через любимое занятие, проявление. У меня это через природу, через вот это общение с вами, как я стала раскрывать, что идет этот поток, что я могу доносить. Я это никогда не верила в себя. А как только я отпустила свою личность, да, оценку себя как человека, как Снежаны, а я понимаю, что просто через меня идет божественная энергия, и ушли суждения, я просто делаю. Я не могу не делать, я не могу не делиться, я не могу не рассказывать об этом. Я не оцениваю.
как есть, все как есть. Потому что я чувствую, вижу, знаю, для чего это. Для моей реализации, для моего проявления в этот мир, потому что здесь я для этого. Так и для вас, кому это именно откликается. Грубо говоря, моя божественная часть меня говорит с вашей божественной частью вас. А не Снежана говорит, вот личность Снежана говорит с личностью там Екатерины, и у нас такой коннекшн, взаимопонимание. Нет, я могу здесь вообще словами говорить все, что угодно. Вы чувствуете вот этот поток, эту энергию. И она как-то внутри нас всегда интегрируется и доносит в нужные места. Вот так это работает, вообще взаимодействие между людьми. На уровне ума, если мы все будем общаться, это и есть вот эти убеждения, это бесконечная ходьба к психотерапевтам, психологам, выяснение травмы и прочего, бесконечное копание в прошлом. И это, я не спорю, это все тоже необходимо, как в моем случае, потому что там у меня был вообще полный трэш в моем уме. Я до сих пор это иногда раскапываю. Какие убеждения у меня иногда всплывают, хотя, казалось бы, да, я уже на связи с Творцом, я слышу свой внутренний голос очень отчетливо, знания идут, да, энергия идет, но при этом вот этот ум мой, который еще имеет старые какие-то убеждения, иногда всплывают. И я такая, особенно при взаимодействии с людьми, особенно с мужчинами. Вот, и они всплывают, и я такая, но я наблюдаю. Я теперь уже этим себя не ассоциирую, я не живу только от этого убеждения. А я как бы это суммирую все уровни, и из этого уже схожу и живу. Вот. Не знаю, понятно я так закрутила, понятно я выразилась, непонятно. Стараюсь максимально просто как-то доносить, да, это все. Потому что темы это очень непростые для осознавания, для осмысления. Это прочувствование. Все, что связано с духом, душой, нашим путем, это все через чувствование. Умом не понять, потому что это все больше его. А все, что больше его, он обесценивает обычно, если судить только его. Он боится, обесценивает, потому что он потеряет власть над вами. И, конечно, мое прямо раскрытие произошло, самое-самое невероятное произошло вот, наверное, год назад, немножко больше, 1,5 года назад, после смерти мамы. Это тоже отдельная история, как это было все болезненно и как было сложно. Кто-то написал, да, когда уже другой человек и мысли, а потом в каких-то ситуациях будто бы триггеры срабатывают, и видишь, что это еще не проработано. Да, я это так поняла. Да, все верно. Да. Главное замечать. Главное это все замечать. И не сразу не вестись, да, не вот увидели то, что ум так сработал, да, убеждение здесь сейчас. И хочется опять вот это вот, я такой псих была, вы не представляете, меня даже называли психом в юности. То есть я сразу реакцию, сразу в агрессию, в защиту, в борьбу. Вот такое у меня было, даже вплоть до этого, я даже не могла это контролировать. А потом потихоньку началось. И мне здесь очень помогли медитации. Вот у кого очень такая реакция, быстрая реактивность, да, когда вы не успеваете свое убеждение, когда вы не успеваете это свое убеждение, да, как сказать, отследить, а сразу реакция идет, которая деструктивная. То есть здесь очень хорошо помогает медитация, успокоение ума, очень хорошо помогает. Мне випассана помогала, это буддийские медитации, их много разных, но лучше начинать именно прям с успокоения ума, с дыхания, отслеживать дыхание. Но это не за один раз, это я, наверное, практиковала это на протяжении пару лет. Вот. И только через пару лет я стала что-то отслеживать.
Это очень все длительный процесс самопознания, и жить осознанной жизнью — это долгие, это вот и есть каждодневная практика. Вот, кстати, был еще второй вопрос, который тоже хотели узнать, да, по опросам. Мои ежедневные сейчас практики. Их нет. Я уже живу так. Это моя жизнь. Они у меня каждый день, но для меня это уже не практики. Для меня это моя жизнь. Потому что я не могу жить без природы, без вот этих поездок именно в глухие места, где я соединяюсь с собой, без моего звучания. У меня раскрывается очень сильно голос. Я хочу звучать. Я просто слышу, что мне нужно. И я иду туда. Вот я стала проводить женские круги, делиться с женщинами. Это я делала еще в прошлом году начала. Но в прошлом году было немножко больше от ума, например, я заметила. И я ушла минус энергетически. Сейчас нет. Сейчас я чувствую, как это работает. Я вижу, как это стало доходить информация. Потому что не от ума я не передаю чьи-то чужие знания, а я передаю свое, через свое божественное, точнее, но своим путем, который работает у меня, от которого я получаю в первую очередь удовольствие, наслаждение, и тогда мы можем, если нам легко, из этого чувства изобилия давать. Когда мы даем из чувства изобилия, вот тогда это идет на благо. Никогда мы даем из чувства «я тебе дам, но и ты мне что-то должен взамен дать». Нет, это так не работает. Тогда лучше вообще ничего не давать. Да, это я перескочила, интересно. Вот, поэтому к девочкам сейчас обращусь, потому что был тоже пару девушек хотели узнать о женских кругах, чтобы я чуть-чуть эту тему затронула. Что я даю там? У меня нет планов там. Это все полностью зависит. Я даю тематику, потому что я чувствую, вот в этот период эта тема актуальна. Потому что я связана с мирозданием. Я чувствую ритмы Земли. Ритмы того, что мы здесь все проживаем. Поэтому зависит от тех, кто приходит. И там мы идем в путешествие своеобразно. Да, есть примерный план, примерный. Но все зависит от вас, от ваших запросов. И мне в потоке приходит информация, как что делать. Я не анализирую, это просто идет само, практика или что-то еще. Но что вам это дает? Тот запрос, с которым вы приходите, он долетает туда, куда надо. Если это ваш запрос от души, от сердца чистый, произойдет активация. Я вижу это по всем девушкам, которые приходят или индивидуально со мной сотрудничают. Взаимодействуют, я бы сказала. Потому что я не учу никого. Я просто могу подсветить, показать и активизировать это в вас. В женщинах особо я усиливаю женщину. Вот эту ее божественную суть, силу в себе, веру в себя, силу свою. Вот это пробуждаю. Показываю, что есть в каждой. С мужчинами по-другому, например. С мужчинами в индивидуальных сессиях, путешествиях, это уже шаманские, шамана немного тантрические, потому что есть касание тела определенные, да. Про тантру тоже отдельный разговор. Многие вообще превратно тантру понимают, что это только там массаж йони или лингамы. Нет, тантра — это глубокое исцеление через тело. Иногда достаточно одного легкого касания, нежного. И там такое раскроется, такое вспомнится, такое исцелится. У мужчин это на раскрытие сердца. То есть для того, чтобы жить осознаннее, да, особенно если у кого есть и проблемы с этим. Много мужчин тоже живут от ума слишком и хотят чувствовать. Но мужчины, к сожалению, чтобы почувствовать, нужно раскрыть сердце.
что я и делаю. Вот. Наверное, так. Не знаю, есть у кого-то еще какие-то вопросы? Задайте, может быть, вот сейчас здесь, потому что уже у нас осталось минут 5, и я буду заканчивать. О своем пути я рассказала, наверное, как шло, да, потому что более такие конкретные практики, методики, это все уже потом пришло. Свои основные пути я сказала, с чем я работаю. Благодарю тебя, Александра, моя любимая. Благодарю. Раскрыла я вопросы? Поделись со мной, пожалуйста. Может быть, у тебя есть какой-то вопрос. Чем посоветуешь людям заняться в эти времена? В эти времена, вот, Игорь, ты правильно говоришь на самом деле, времена непростые. Все стоят перед выбором сейчас. Вот сейчас все, грубо говоря, кто что, грубо говоря, заслужил, тех и накрывает. Но есть выбор, у каждого есть выбор. Как я вот рассказала свою историю. С самого дна иногда легче оттолкнуться, чем жить посерединке, в комфорте. И оттуда очень сложно, как из болота, выбраться. Но когда есть чистое намерение что-то изменить в своей жизни, вот именно сейчас это самое классное время для этого. Особенно будет вот 11.11, то, что я и говорю. Если чистое есть намерение, и вы это хотите на самом деле от души, от сердца, загадайте. И самое главное, что здесь нужно сделать, не только мысль запустить, а приложить какое-то действие. Мысль без действия бессильна. Мыслей очень много. Должно быть какое-то действие, подкрепляющее это желание, это мысль. Например, я хочу здоровое тело. Глупый пример, простой. Я хочу здоровое тело. И именно я вот сейчас, с этого момента, из этого чувства иду и бегаю. И не надо даже каждый день бегать. Вот именно сейчас из этого чувства я пойду и побегу, но и испытаю это чувство, ощущу себя вот этим вот со здоровым телом. Вот так это работает. Я бы вот, наверное, вот это сказала, чем заняться в эти времена. Посмотреть вглубь себя. Чего вам не дохватает, что вы хотите, куда, что развить в себе, куда идти. И сделать маленький шаг для этого. А дальше все само, вот так. Услышьте это, а потом жизнь начнет подстраивать события, людей, и начнется все выстраиваться. Так глубоко ушла в себя, благодаря тебе, эфиру, рассказу, захотелось нырнуть в себя и прислушаться, а что там искренне в глубине, в истоках. Вот. Благодарю тебя, Лен, благодарю. И я тебя благодарю. Я про это и говорю. И я очень рада, что я донесла. Основной был мой посыл для этого. Да, рассказ об этом. Поэтому очень рада, очень рада. Кто-то только присоединяется к нам. Здравствуйте, но эфир уже заканчивается. Не успели, можете выходить обратно. Ну ладно, я попробую, я эфир сохраню. Я делаю это в первый раз, я не знаю, как получится. Если мне получится сохранить, то я сохраню. Вот. Поэтому всем была рада. Благодарю всех, кто был со мной. Благодарю, благодарю пространство, что получилось донести, что все произошло. Тот, кому надо, всегда услышит. Это закон, я в это верю, и поэтому я это делаю. Да, медитация очень помогает на пути познания себя. Да, на всех уровнях. Поэтому начинайте с медитации хотя бы. Но опять же, медитация в удовольствие. Не надо заставлять себя. Есть много разных медитаций. Вот только когда вам удовольствие это приносит, вам лучше от нее на физическом уровне становится материя, тогда только в привычку не войдет, если не нравится. Не заставляйте лучше. Лучше, не знаю, бегать или что-то, ходить на спорт. Ну, что кому нравится. Или на природу, может, кому-то нравится больше ходить. Просто одним надо, одним ходить. Без компании. Вот.
Поэтому всех благодарю. Завершаю эфир. Эфир просто кайф. Благодарю, Глеб. Мой первый, да, чаще мне выходить на эфир. Хоть пообщаемся так. Поняла, да, хорошо. Рада. Так, сейчас буду смотреть, подскажите мне, друзья. На крестик, да, наверное, нажать надо. Закрыть, да, почаще буду. И надо что-то тут сделать. Здравствуй, Аня, здравствуй. Эфир уже, к сожалению, закончился, я его сохраню. Надеюсь, если сейчас получится это сделать. Да, Саша, благодарю. Саша, подскажи мне, куда мне нажать, чтобы закрыть и сохранить эфир, а не удалить его сразу. Наверное, на крестику. Всем доброй ночи.